Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам. Я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно. Поэтому, если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой классный, яркий, теплый жилетик. Он состоит из вот таких вот шестиугольных мотивов. Название этого мотива «Африканский цветок». Вяжется он прям максимально просто. Также он состоит из вот таких вот незаконченных мотивов вот такого плана и вот такой половины шестиугольника. Давно в сохраненках в Пинтересте у меня был этот жилетик. Прям очень мне понравилось исполнение его в разных цветах, так что вы тоже можете присмотреться. Не обязательно вязать точно такими же цветами, как и я. Экспериментируйте. Также на основе этих мотивов можно связать вот такого плана топы. Я нашла схему только на шестиугольник, а на вот эти два вида мотивчика я уже придумала схему сама. Я использовала пряжу Yarn Art Merino Deluxe 50. Из этой пряжи мы вязали вот этот свитерочек. У меня после него осталось достаточно много остатков, и прям четко, классно все израсходовалось. Мне пришлось докупить только один моточек вот этой обвязки, потому что его здесь большее количество. Состав у нас 50% шерсть, 50% акрил, в 100 граммах 280 метров. Все цвета я укажу на экране, и точный расход я укажу в описании под видео. Я вязала крючком 4, вы можете вязать любым вам удобным, 4, 4,5, 5 возможно. А это зависит от того, насколько большой мотивчик вы хотите получить. То есть чем меньше размер крючка и более плотная вязка, тем размер мотива меньше, и наоборот. Вязать, в принципе, не обязательно только лишь из этой пряжи, можно подобрать аналоги, либо даже, например, из Yarn Art джинса. Тогда жилетик получится такой более легкий, как обычная накидка на рубашку, либо на водолазку. Для нашего жилета нам понадобится 3 формы мотива. Вот такой целый шестиугольничек, потом вот такой шестиугольник без одного лепесточка и вот такая ровно половинка шестиугольника. Я нашла схему только целого мотива, а 2 остальных вида я уже додумывала сама. Смотрите, кто умеет вязать по схемам, можете вязать. Кто не умеет, давайте вязать вместе. В кольцо амигуруми сейчас будем набирать столбики с одним накидом по одной воздушной петельке между ними. Делаем кольцо амигуруми, скользящую петлю, либо волшебное кольцо. Обхватываем так 2 пальчика. Продеваем крючок, вытаскиваем нить, делаем закрепительную петельку. Это колечко можно подтягивать, так как вам удобно, делать побольше, поменьше. Делаем 3 воздушные петли и провязываем сразу же столбик с накидом. 1, 2, 3. Делаем накид и в это колечко столбик с накидом. Потом воздушная петля, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. И таким образом у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6 пар столбиков с накидом. Воздушная петелька. Провязываем 2 столбика с накидом. Первый, второй, воздушная петля, еще 2 столбика, первый, второй, воздушная петля. И так продолжаем до конца ряда. Итак, считаем: первая пара, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. В конце делаем, как обычно, одну воздушную петельку. Сделали, затягиваем наше колечко, вот этот вот кончик, хвостик. Хорошо затянули, чтобы здесь не было отверстия. И провязываем соединительный столбик в 3-ю петельку изначально набранной косички, но не до конца. Сейчас делаем смену нити. Вот мы считаем: 1, 2, 3-я петелька. Продеваем крючок, вытаскиваем нить и через эти 2 петельки на крючке подсоединяем новый цвет нити. Подтягиваем. Коричневую можно обрезать. Белую и коричневую можно завязать на узелочек, чтобы не распускалась. Далее в следующем ряду будем провязывать вот в эти арочки, которые образовались между вот этими парами столбиков с накидом. Вот где вот мы провязывали воздушную петельку. А сейчас провязываем 3 воздушные петли, сюда же провязываем столбик с накидом. Смотрите, вот мы сейчас закончили как бы над столбиком, и вот сейчас просто вот чуть-чуть правее в эту арочку провязываем 3 воздушные петли, первая, вторая, третья, и в эту же арочку провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля между ними, и в эту же арочку 2 столбика с накидом. Воздушная петля, накид, и прям вот сюда же первый столбик с накидом, накид, второй столбик. Готово. Сейчас провязываем в следующую вот эту арочку 2 столбика, 1 воздушная петля между ними, и еще раз 2 столбика.
Вот мы пропускаем пару столбиков и вот вяжем в эту арочку. Делаем накид, провязываем 2 столбика, воздушная петля и сюда же 2 столбика с накидом. Пропускаем пару следующих столбиков с накидом предыдущего ряда, вяжем вот следующее окошко, то же самое, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика сюда же. Проделываем аналогично, 1, 2, еще 3 раза. Вот считаем, у нас также должно получиться 6 как бы таких вот пучков с арочками. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подсоединяемся соединительным столбиком в третью петельку изначально набранной косички. Вот там он первый спрятался, а второй, третий. Сейчас смены нити не будет, продолжаем вязать этим же цветом. Соединительно сделали. Сейчас будем провязывать вот в эти арочки между вот этими вот пучками столбиков с накидом. А сейчас нам нужно подобраться вот к этой арочке между вот этими двумя парами. Провязываем соединительный столбик, первый, и вот прям в арочку тоже соединительный столбик. Все, вот мы находимся прям над арочкой. Сейчас в арочке будем провязывать вот такие вот плотные веерочки. Первый веерочек у нас состоит из воздушной цепочки из 3 петель и 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с накидом. Все в одну арочку. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вот прям в эту же арочку провязываем 6 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Далее прям сразу же переходим в следующую арочку, провязываем по 7 столбиков, то есть у нас это была замена имитации первого столбика с накидом, а все последующие будем провязывать по 7 столбиков с одним накидом в одну арочку. Вот сразу же провязываем в эту следующую арочку, вот сюда, 7 столбиков с накидом. Готово. Проделываем аналогично, 1, 2, 3, еще 4 раза. Вот у нас должно получиться 6 лепесточков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А после последнего веерочка также подсоединяемся соединительным столбиком в третью петельку изначально набранной косички. 1, 2, 3. Не до конца. Будет смена нити. Продеваем крючок, вытаскиваем нить. Через 2 петли на крючке продеваем новую нить. Подтягиваем. Белую нить можно обрезать и завязать на узелок. Далее следующий ряд, вот у нас зелененькие крестики, это столбики без накида. Будем просто обвязывать, делать обвязку в каждую петельку получившихся веерочков. Вот у нас соединение. И вот прям сразу же в следующую петельку провязываем столбик без накида. Первый, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Каждый веерочек мы должны обвязать по 7 столбиков без накида. Сейчас мы обвязали 6, потом в конце мы провяжем здесь один еще недостающий столбик. Смотрите, когда подошли к концу веерочка, вот видите, вот такой вытянутый крестик. Это означает, что вот мы должны сделать вот таким образом, то есть вытянутый столбик без накида. Смотрите, вот 2 ряда назад, видите, вот эта вот арочка, и вот мы должны подсоединиться вот в эту петельку, прям которая под арочкой. В нее продеваем крючок, вот так вытаскиваем петельку повыше, продеваем столбик без накида. Все, и такая красота получается. Далее следующий веерочек мы должны, как я уже сказала, обвязать 7 столбиками без накида. Сразу же, вот смотрите, не теряйте первый, он может спрятаться за вот этим вытянутым столбиком. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Опять делаем вот этот вот вытянутый столбик без накида. Вот видим вот эту вот петельку, она прям посерединке. Продеваем крючок сюда, вытаскиваем нить, вот так чуть-чуть подтягиваем и провязываем столбик без накида. Опять провязываем 7 столбиков без накида. И опять вот этот вытянутый столбик без накида. Продеваем крючок, вытаскиваем нить, столбик без накида. Проделываем так до конца ряда. Когда сделали обвязку последнего веера, делаем также последний вот этот вытянутый столбик без накида. И провязываем столбик без накида, вот здесь недостающий 7 для вот этого веерочка. Вот она, петелька, провязываем. Не до конца, делаем смену нити. Через 2 петельки на крючке подсоединяем новый цвет нити. Завязываем на узелок. И вот смотрите, вот он заключительный ряд, серые крестики. Но смотрите, крестики обозначают столбики без накида, но нам нужно сделать их пошире. Слишком это тонкая обвязка, мне не понравилась. Поэтому делаем просто столбики с одним накидом, чтобы обвязка была пошире. Смотрите, сейчас делаем соединительную петельку в следующую петлю, просто для удобства.
соединительная. И отсюда набираем 2 воздушные петли. Это имитация первого столбика с накидом. И далее будем вывязывать вот эти наши уголочки. У нас должно получиться 6 уголков. Провязываем еще один столбик с накидом в следующую петельку. И вот в эту петлю, она как бы у нас угловая, видите, прям в серединке веерочком. Сюда провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля и столбик с накидом сюда же. Провязываем первый столбик, воздушная петля, накид, в эту же петельку столбик с накидом. Далее до следующего уголочка нам нужно провязать в ряд 7 столбиков с накидом подряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. Далее опять следующий уголочек, провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом сюда же. Далее делаем аналогично 7 подряд столбиков с накидом, уголочек, 7 столбиков, уголок, и так до конца ряда. И когда подходим к концу вязания, смотрите, после вот этого уголочка у нас получилось 1, 2, 3, 4 столбика, потом вот эти 2, то есть всего 6, и не достает 1. Вот провязываем как раз 7 столбик. Подсоединяемся соединительным столбиком во вторую петельку изначально набранной косички. Нить обрезаем, вытаскиваем кончик и делаем незаметное соединение. С изнаночной стороны продеваем крючок в петельку, вытаскиваем кончик, возвращаемся на 1 назад, через перемычку, вылазим в середину косички и вытаскиваем туда хвостик. Вот такое соединение у нас получилось. И вот такой шестиугольник мы связали. Если пряжа у вас чуть-чуть загибается, можно вот так расправить руками. Она прям отлично расправляется. Все, отлично, готово. Для следующего вида мотива без одного лепесточка провязываем идентично первые 2 ряда. Вот что у нас должно получиться. И с этого момента, когда вот мы сейчас будем вывязывать плотные веерочки, делаем так, то есть также из нашей арочки провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же арочку провязываем еще 3 столбика с накидом. Далее в последующие 3 арочки, 1, 2, 3, провязываем также идентично, как и здесь, по 7 столбиков с накидом. Вот провязали 3 плотных веерочка. И вот сюда, в последний, мы провязываем 4 столбика с накидом. То есть как здесь, как в начале мы провязали воздушную цепочку и 3 столбика. Сюда же провязываем 4 столбика. 4 довязали до конца. И смотрите, так как здесь, когда мы вяжем такие неполные мотивы, мы вяжем поворотными рядами, не так как здесь. Здесь мы вязали по кругу, поэтому лицевая сторона всегда была обращена к нам. Поэтому как делала я обрезаю здесь нить, вытаскиваю хвостик и опять же возвращаюсь к началу. Сейчас будем провязывать вот эти вот вытянутые столбики и просто обвязку столбиками без накида. Подсоединяюсь в 1, 2, в 3 петельку изначально набранной косички. Сюда подсоединяю новую нить. Делаем закрепительную петлю. И далее обвязываем столбиками. Провязываем первый столбик, второй, третий. И вяжем вот этот удлиненный столбик. Далее здесь обвязываем, как обычно. Встретимся здесь в конце. После последнего вытянутого столбика провязываем 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, 4 не до конца, вытаскиваем нить, через 2 петельки на крючке продеваем новый цвет нити. Закрепляем узелком. Далее будем обвязывать, как обычно, столбиками с одним накидом. И смотрите, если, возможно, у вас получилось по какой-то причине чуть-чуть другое количество петель, там на одну побольше, либо поменьше, смотрите, визуально определите здесь и здесь уголочек, да, вот прям в серединку проведите, в какую петельку попадает. И главное, чтобы между вот этими уголочками было по 7 петель. Вот я, например, определила, что вот здесь у меня будет уголочек, поэтому до него я провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков с накидом. Делаю 2 воздушные петли, разворачиваю, накид, и вот в 3 петельку от крючка, 1, 2, 3. Провязываю первый столбик, второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8. В угол провязываем, как обычно, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Далее провязываем 7 петель, уголочек, 7 петель, уголочек. Встретимся здесь. Провязываем до конца в каждую петельку по столбику с накидом. Вот после нашего уголочка. У меня это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Последний 8.
Обрезаем нить, хвостик вытаскиваем. Все, вот такой мотив у нас получился. И нам осталось связать половину шестиугольника. Делаем кольцо амигуруми. Продеваем крючок, вытаскиваем нить. Провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, провязываем 2 столбика с накидом. Воздушная петля, 2 столбика с накидом. Воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. Воздушная петля и 1 столбик с накидом. Не до конца, делаем смену нити. Но для начала вот так подтянем наше колечко, чтобы образовался такой полукруг. Подсоединяем новую нить. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2, разворачиваем. И вот сразу же в первую арочку, вот прям сразу сюда, провязываем 2 столбика с накидом. Первый, второй. Далее в следующую арочку провязываем, как обычно, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую арочку идентично, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Вот в эту арочку, которая вот прям с самого края, провязываем 2 столбика с накидом. Провязываем столбик с накидом, вот прям в самый краешек, во вторую петельку, наверное, 1, 2, да, вот во вторую петельку. Вот видите, у нас начали образовываться с 3 стороны. Делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем. И вот сюда, прям в самую первую арочку, в маленькую, провязываем 3 столбика с накидом. Далее вяжем, как обычно, в уголочке по 7 столбиков с накидом, вот в эту арочку, и вот сюда в уголок. И вот сюда, прям вот в самую последнюю арочку, вот прям где 1 столбик с накидом, сюда провязываем 4 столбика с накидом. Провязываем до конца, нить также можно обрезать. И сейчас делаем обвязку, также возвращаемся в начало ряда. Подсоединяемся в 3-ю петельку изначально набранной косички. Вытаскиваем нить, делаем закрепительную петельку. И точно так же делаем обвязку столбиками без накида. И вот этими вытянутыми столбиками. Так, сюда вытянутый столбик, прям вот в серединочку. Далее 7 столбиков. Вытянутый столбик. 7 столбиков. Вытянутый столбик. И до конца довязываем 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Последний столбик не до конца, делаем смену нити, продеваем через 2 петли, делаем 2 воздушные петельки, 1, 2, и точно так же, как и на вот этом мотиве, определяем визуально, где здесь у нас должен быть уголочек, здесь и здесь, так чтобы здесь было между ними по 7 петель. Вот в эту петлю я должна провязать уголочек, поэтому до нее я провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков с накидом. Разворачиваем, провязываем столбики. Провязываем наш уголочек, столбик с накидом, воздушная петля, сюда же столбик с накидом. Потом вяжем 7 столбиков, наш уголочек. И по последней стороне у меня остается 8 петелек, провязываю 8 столбиков с накидом. И вот что у нас должно получиться. Все хвостики на изнанке просто связываем на узелочки и обрезаем. Размер моего шестиугольника от угла до угла по диагонали получился 12 сантиметров. Здесь 10,5 сантиметров. Длина стороны примерно вот прям от угла до угла 6 сантиметров. Если вы вяжете точно такой же пряжей, точно таким же крючком, и у вас получился размер шестиугольника немного другой, это означает, что у нас с вами разная плотность вязания. И как делала я, вам советую делать точно так же, так будет намного проще. Смотрите, я начала вязать вот с вот этого места, с вот этой полосы. Я вывязала какое-то количество шестиугольников, а потом я их соединяла, просто наметала самым обычным шовчиком, очень быстро, неаккуратно, я тоже распустила, просто чтобы они лишь бы держались. Вот я связала несколько шестиугольников, замкнула вот эту полосу ручками и раз пробую через себя ее надеть. Мне показалось нормально, больше я не хочу, чтобы он шире был. И все, на этом моменте я остановилась. И смотрите, что у меня получилось. 1, 2, 3 здесь целых. Вот это тоже целые, то есть 5. И сзади еще 3, то есть всего 8 шестиугольников вот в этом месте. Далее уже ничего не нужно было считать. Здесь по низу, смотрите, просто подсоединяем. У нас получается точно такое же количество вот этих вот мотивов без одного лепесточка. Просто
Просто, видите, я прям единым швом так быстренько наметала, просто лишь бы они держались. И далее, смотрите, переходим к этому месту. Смотрите, здесь выкладываем вот таким образом. То есть здесь тоже по бокам 2 шестиугольника без одного лепесточка. Здесь у меня посередине 2 целых. Сзади абсолютно идентично. Далее двигаемся выше. Здесь у нас уже начинается вырез. Здесь 2 цельных шестиугольника. Здесь для выреза у нас один мотив без одного лепесточка. Сзади на этом уровне у нас 3 целых шестиугольника. Далее, смотрите, идут лямочки. Мы подсоединяем их вот таким образом. Это вот это у нас половина шестиугольника. Далее, смотрите, вот таким образом. То есть, смотрите, вот здесь у нас уже получается вот этот, который без одного лепесточка мотив. То есть, смотрите, вот так. Он у нас как бы перетекает уже в спинку. Последний ряд. Вот эти 2 половинчатых шестиугольника и 2 целых. Смотрите, еще раз я вам покажу. Если хотите, сделайте скриншот. Ориентируйтесь по мне. Вот такая раскладка сзади. И вот такая раскладка спереди. Чтобы удлинить жилет, здесь просто начинаете привязывать еще один ряд полноценных целых шестиугольников и заканчиваете ряд на вот таких вот без одного лепесточка. Соответственно, чтобы увеличить ширину на жилет, просто провязываете большее количество цельных мотивов. В принципе, это не важно, у вас будет здесь четное либо нечетное количество мотивов. Главное, поймите, что вот здесь на самом вырезе у нас должен быть прям в центре находиться наш мотив. Потом здесь, как видите, как в шахматном порядке, да, как соты. Потом вот такая раскладка, потом опять центровой. То есть, видите, у меня он весь абсолютно в дырочку, он просто держится за счет вот этих вот горизонтальных швов. Все, я вот в таком виде его померила, мне абсолютно все нравится. И сейчас будет мне все очень просто. Я буду просто вот так по одному шву распускать. И вот прям единым швом сейчас пойду сначала по этой линии, полосе, потом по этой и так далее. Горизонтальные сначала будем сшивать, и потом уже вот эти вот вертикальные шовчики. Сшивайте мотивы любым способом, который вам нравится, либо вот, например, который мы с вами соединяли вот таким объемным шовчиком, как мы соединяли вот в этих мастер-классах. А точно такой же шов, только он будет внутри, как вот на этой сумочке мы сделали. Либо вот такой плоский, грубо говоря, даже не шов, а просто плоское соединение, как в этом джемпере. Здесь мотивы я хочу сделать так, чтобы здесь не было абсолютно никакого шва, поэтому я буду сшивать его иголочкой. Способ, в принципе, похожий, как я сшивала квадратики вот в этом жилете, ну, а там чуть-чуть по-другому будет. Смотрите, продеваем нить цвета нашей обвязки в иголочку. Продеваем достаточно большой отрезочек, так, чтобы у нас было как можно меньше соединений. И вот я распускаю свой временный шовчик. Можно, в принципе, не до конца, чтобы это все не распускалось. Вот так я сейчас до сюда дойду, опять распущу. Так, смотрите, ну, в принципе... У меня шов в ту сторону шел, поэтому вот я переверну вот так. Но вы, если вам удобно будет, конечно, вяжите вот таким образом, сшивайте, не переворачивая. Ну, это уж как получится, в принципе, это ни на что не влияет. И каким образом сшиваем? Смотрите, вот у нас наша косичка. Я буду сейчас продевать иголочку в переднюю ко мне стеночку на вот этом противоположном квадратике за заднюю стеночку косички. Так, смотрите, тоже прикладывайте и продевайте в иголочку в одинаковые петельки. То есть, смотрите, это у нас петля прямо вот в самом уголочке. И здесь также за заднюю стеночку. И вот таким образом продеваем нить. Оставляем хвостик, потом его заправим. Далее вот так будем змейкой сверху вниз вязать, сшивать. Потом опять продеваем иголку в заднюю от нас косичку. Здесь продеваем за переднюю к нам стеночку. Теперь опять снизу вверх за переднюю к нам стеночку. Здесь за заднюю стеночку косички. Проделываем до конца. Смотрите, что у нас получилось. Если вот так мы потянем за обе стороны, шовчик подтянется. Все, он абсолютно не выпуклый. Смотрите, классный. Не будут топорщиться наши мотивы. Все отлично. А смотрите, еще, если такой момент у вас получился, что не совпадают количество петелек. Например, на одном из мотивов получилось по какой-то причине на одну петельку побольше. Просто когда сшиваете, например, на этом мотиве осталось больше петель, да, там на одну, продевайте в эту же еще разочек петельку, и все, и тогда у вас выровняется количество петель. Здесь в уголочке. Ну, смотрите, например, здесь вот мы закончили, смотрите, на последней петельке, прям вот перед нашим уголочком. Давайте вот проденем в нее, прям в уголочек. Потом, наверное, вот сюда. Уже в соседний. Тоже смотрите сами, как вам больше понравится. Может, вы сами какой-то способ лучше придумаете. И вот в самую угловую, вот на этом мотиве, также за заднюю стеночку.
О, ну, в принципе, отлично, нормально смотрится. Все, видите, мы вышли уже теперь на эту сторону. Ну, точно так же продолжаем. Смотрите, здесь самая близкая к уголочку первая петелька. И вот она здесь. И вот таким образом продолжаем дальше сшивать. В принципе, все, здесь больше нечего объяснять, как сшивать. Просто чередуем вот эту сторону, уголочек подсоединяем. Сшиваем вот эти все полосы, именно горизонтальные. Здесь, в принципе, тоже подбирайте вот в этих местах правильно, чтобы состыковывались мотивы, так, чтобы это все было ровненько. Тоже здесь, в принципе, нечего объяснять. Также вот эти полосы идут здесь на спинке. Вот цельная полоса. Все, и таким образом сшиваем именно горизонтальные шовчики. И потом я сейчас вам покажу, как сшивать здесь вертикальные. Приступаем к сшиванию вот этих вот вертикальных. Я уже почти все сшила. Вот оставила одно окошко, чтобы показать вам, как я это делаю. Продеваем иголочку в угловую петельку, которую мы уже задействовали, когда провязывали вот этот шов. Также вот в нее продеваем. Потом в противоположном шестиугольнике оставляем небольшой хвостик. Можно его тут же завязать на узелок. Все, и продолжаем сшивание на этом шестиугольнике, на противоположном. Делаем все абсолютно то же самое. Когда делаете швы, не затягивайте, чтобы у вас не деформировались наши шестиугольники, чтобы это все было красиво. Вот в конце остались две наши петельки, довязываем и их. Потом также задействуем угловые петельки, что на этом прямом шестиугольнике. Все. И уводим просто в какую-нибудь петельку кончик нити на изнанку. Вот этот кончик тоже с изнанки поддеваем крючком. Вытаскиваем его на изнанку. Все, и вот такой шовчик у нас получается. Здесь просто с изнанки расслаиваем нашу ниточку на две части и завязываем на узелки. Вот такая красота у нас получилась. Пряжа очень классно ведет себя при сшивании, да и вообще очень хорошая пряжа, она мне нравится. Смотрите, даже нет никаких волночек, если честно, прям отглаживать в принципе не нужно. Ну и потом все равно его чуть-чуть прям с изнанки проглажу, прям не сильно. И сейчас нам остается заняться обвязкой резиночкой, проймой рукавов, ворота и по низу. Сейчас предлагаю сделать обвязку одним рядом столбиками без накида, чтобы выровнять все наши края, потому что здесь в местах, где у нас много вот таких вот повернутых вот этой стороной мотивов, здесь края неровные, мы их сейчас выпрямим дополнительно. Давайте начнем, вот, к примеру, снизу. Подсоединяемся абсолютно в любом месте, делаем закрепительную петельку. Все, и начинаем обвязку. Я буду делать столбики без накида. Так, смотрите, вот, например, провязываем. Провязываем, в принципе, куда получится, туда и втыкайте крючок. Просто смотрите, чтобы это все было красиво визуально. То есть провяжите какой-то отрезочек, посмотрите, нравится вам это или нет. Не сильно ли стягивается у вас здесь обвязка, либо наоборот не появляется ли такая волночка. Эта волна появляется, если вы вяжете слишком часто петельки. Все, и вот протыкайте куда получится. Так, например, вот в это место. Когда нам на пути попадается вот такая как бы одинарная нить тоненькая, чтобы не задевать крючок и прям только под нее, можно вот поддеть какие-нибудь рядом стоящие петельки, то есть чтобы там не было большого отверстия. Так, провязали. Далее следуем. И смотрите, когда вот мы дошли до вот этих мест, если у вас они получились так же, как у меня, вот слишком таким с перепадом, то смотрите, здесь просто сделаем чуть более свободные, чуть более вытянутые столбики без накида. Так, вот сюда, потом здесь по краешку. Здесь можно сделать такую, типа убавки, то есть вот таким образом. Вот видите, у нас край выпрямляется. Убавку мы сделали для того, чтобы как бы уменьшить этот край. Вот таким образом. Потому что если бы мы здесь провязали в каждую петельку без убавки, то здесь получилась бы такая слишком большая волна, которая нам не нужна. Так, дальше. Когда подходим вот к одинарному столбику с накидом, когда мы провязывали по краю, здесь можно вот задеть также какую-нибудь петельку. Вот таким образом.
Вот когда провязали, посмотрели, как нравится ли вам, что здесь получилось. Если нравится, продолжаем вязание. Либо смотрите, вот эти вот пустоты, опять же, если они у вас образовались, можно заполнять. Мы также делали в некоторых мастер-классах, когда вот нам нужно было выравнивать край. Смотрите, подходим, и вот, например, здесь провязываем полустолбик с накидом. То есть он как бы чуть выше, чуть пошире как бы с обычного столбика без накида, либо столбик с одним накидом. То есть лишь бы заполнить вот эту пустоту. Например, можно еще один полустолбик. Вот видите, как бы выравнивается край. Далее можно продолжить обычными столбиками. Тут можно вот в самой верхушке сделать убавку, чтобы выровнять край. Потом опять столбик обычный. Здесь можно полустолбик, потому что у нас опять такая ямка получается. Здесь опять полустолбик. Все, видите, вот таким образом выравнивается край. Так что пробуйте, вяжите таким вариантом, какой вам больше нравится. Вот мы подошли к началу обвязки. И прямо отсюда же, не обрезая нить, можно сразу же набирать нужное количество на свою резиночку. Набираете столько, сколько вы хотите, чтобы была ширина. Резиночку вяжем по вот этому мастер-классу. Выбирайте любую, которая вам больше нравится. Я пока еще не определилась, какую хочу связать. Сейчас я провяжу пару вариантов, посмотрю, как это все смотрится, и скажу вам, какую я связала в итоге. Итак, что у меня получилось? Вот такая резиночка по низу. Я сделала резинку, смотрите, как комбинировала столбики. В одну сторону провязывала столбики без накида, в обратную соединительный столбик. Потом опять столбик без накида, соединительный столбик. Такую резиночку мы вязали вот в этом цветочном кардигане. Она мне понравилась, так что можете тоже попробовать ее. Изначально на свою резиночку я набирала 9 воздушных петель, и ширина резинки 4,5 сантиметра. Смотрите, также как красиво уложить эту резиночку, чтобы она не была волнами, либо наоборот, чтобы не стягивала изделие. Я поподробнее рассказала вот в этом мастер-классе, когда мы вязали жилетку. Если вы еще не очень опытный вязальщик, вам будет полезно то, что я там сказала. Смотрите, также, если у вас чуть-чуть косит, например, вот в эту сторону, да, вот так косички в ту сторону ходят, это так получается просто из-за специфики сочетания вот этих вот столбиков. Поэтому просто вот таким образом подтяните в обратную сторону косины, и все, оно у вас выпрямится и останется в таком положении. Далее, так же как и по низу, делаем обвязку один ряд столбиков без накида здесь в пройме рукавов и здесь на горловине. Итак, смотрите, какая красота у меня получилась вокруг проймы для рукавов. Смотрите, так как у нас здесь не прямой край, да, все-таки не как здесь по низу, а вот где-то здесь вот так есть какие-то закругления, здесь вот на плечиках, здесь под подмышкой. Иногда не получается просто ее взять и связать, чтобы она хорошо выглядела, смотрелась визуально. Тут же мне ничего не понадобилось дополнительно делать. Я провязывала прям в каждую петельку вот этой своей обвязки, да, вот когда мы обвязали перед тем, как вывязывать резиночку. Также мне помог этот вид резиночки, как я уже сказала ранее, столбик без накида в одну сторону, соединительный столбик и так далее. Чередуем. То есть сама по себе резиночка чуть-чуть подтягивается. То есть, например, если бы мы вязали просто столбики без накида в одну и вторую сторону, у нас она прям была бы четко прямо. А здесь она вот прям чуть-чуть заужается, прям идеальный вариант для жилетки. К примеру, если вот вы вяжете и смотрите, что он слишком вот так прям смотрит в сторону, да, вот прям вот так топорщится, либо какая-то здесь волночка получается, просто вяжите в, например, следующую петельку, вот когда провязываете, подходите к полотну, провязывайте не в следующую, которая нужно провязать петельку, а вот, например, через одну. Таким образом у вас полотно чуть-чуть подтянется, и вот эта резиночка хорошо ляжет. На резинку для проймы рукава я набирала изначально 5 воздушных петель, а ширина резиночки получилась 2,5 сантиметра. Далее занимаемся воротом. Сейчас я сделала всю обвязку воротом. И смотрите, здесь, когда у нас, помните, вот здесь вместе соединения вот этих шестиугольников была такая большая впадинка, я предлагаю ее чуть-чуть сгладить, просто провязав здесь, именно здесь, вот в этом промежутке. Вот мы здесь закончили обвязку столбики без накида, и вот здесь просто провязать столбиками с одним накидом. Вот я сейчас распущу и покажу вам, как я это делала. То есть вот отсюда я начала обвязку, обвязала, подошла к этому месту. Сами примерно поймите, с какого места вот вы хотите начать вывязывать вот эти другие столбики. Например, вот с середины шестиугольника я вот провязываю следующую петельку, например, полустолбик с накидом. Потом можно сразу же столбики с одним накидом. То есть вот таким образом провязываем до серединки. Далее прям в самую серединку провязываем тоже столбик с накидом. Можно, кстати, столбик с двумя накидами, он еще выше. А смотрите, здесь получилось отверстие. Так, распускаем. И здесь нужно его заполнить еще одним столбиком. Поэтому вот сюда, до серединки еще одну петельку провязываем. И вот прям в самую середину. И далее то же самое делаем симметрично, зеркально, как вот с этой стороны, примерно до вот этого места.
Здесь точно так же в конце заканчиваем полустолбиком с накидом. И вот просто обычным столбиком. Все, и мы подошли к началу обвязки. Вот это место у нас, видите, выровнялось. Здесь не такая большая впадинка получилась. Все, с этого места начинаем вывязывать резиночку. Итак, я обвязала резиночкой воротничок, сделала такой же ширины, как и здесь на проме, где рукава. Вообще все идеально так получилось. Мне не пришлось вот в этих местах, где у нас закругление идет, никаких ни убавок делать, вообще ничего. Провязывала просто в каждую петельку своей обвязки. Прям как-то очень здорово все так получилось, сложилось все очень легко. Что здесь касательно низа, здесь проймы рукавов, выреза. Ни над чем не надо было заморачиваться. Просто вяжем по прямой и все, без всяких убавок, прибавок и так далее. Прям очень удачная модель жилетика, мне прям очень понравилась, очень легко вяжется. И сейчас с изнаночной стороны я просто слегка, не сильно горячим утюгом, возможно, чуть-чуть с паром, просто проглажу, не так прям сильно, а просто вот так, грубо говоря, прикладывая, чтобы вот эти все шестиугольнички подвыпрямились, еще лучше стали. Но если у вас по какой-то причине не получается так просто вписать вашу резиночку, она у вас топорщится, либо волночка идет, посмотрите вот это видео, где мы делали обвязку вот в этом жилете, там более сложный вырез, здесь, видите, у нас более покатый, здесь прям все очень просто. Там нужно было как раз-таки делать вот эти убавки. Если не очень понимаете, как это делать, посмотрите вот на том моменте, где мы делаем обвязку ворота. В длину жилет получился 52 сантиметра, а в ширину 43 сантиметра. И вот такой замечательный яркий жилет у нас получился. Всем спасибо за просмотр, всем пока!